Ночные совы Reddit, что вы делаете после работы, когда обычные люди уже спят? Не забывай с меня ролика, с тебя лайк и подписка. Ну и про коммент более 4 слов не забудь. Кстати, сегодня у меня день рождения, так что буду рад вашим поздравлениям в комментариях. Всем приятного просмотра, а я начинаю. По ночам меня не донимают мысли, чувства и голоса других людей. Я чувствую, что могу расслабиться, либо думать о своем, либо не думать вообще без перерыва. У моего мужа явно есть мысли о том, что я поздно встаю, но мне нужно это время вдали от других людей, чтобы оставаться в здравом уме. Я, вероятно, была бы счастлива лечь спать немного раньше, если бы у меня была пара часов стабильного предсказуемого вечера, когда меня никто не беспокоил. Этого не происходит, так что догоняй меня в 3 часа ночи. Полностью согласен с этим. Я чувствую себя намного комфортнее ночью. Это как будто бы единственное время, когда я могу полностью расслабиться. Не потому, что у меня плохая жизнь, а потому, что быть более расслабленным, когда я бодрствую в ночи. Это всего лишь часть того, чем я являюсь. Ночью все ощущается куда более спокойным и миролюбивым. Все то же самое, чем я занимаюсь, когда остальные бодрствуют. Ага, мастурбировать в гордом одиночестве без прерываний гораздо удобнее, как по мне. Мое любимое. Надеть шумоизолирующие наушники, выкурить небольшой косячок, настроить освещение и настроение. А потом моя ручная мясорубка отправляется в плавание сквозь 7 вкладок хаба. Ох и хороший же денек. Читать в предрассветные часы намного приятнее. Никаких телефонных звонков или сообщений. Дом и все тебя окружающее по большей части тихо. Только ты и книга в маленьком пузырьке света. И мир тает, пока ты полностью погружен в свое чтиво. Сейчас 2:52. Я сижу на Reddit, хотя большую часть времени по ночам я люблю читать книги. Выхожу на улицу с одеялом и горячим чаем. Смотрю на небо и вглядываюсь в звезды. Иногда я запускаю воздушного змея посреди дороги в 3 утра. По правде говоря, в основном я фапаю и ем хлопья. Ты можешь делать и то одновременно, не разливая молока. Просто являюсь собой. Днем всегда шум, всегда давка, всегда ожидание. Нужно помыть посуду, кто это там у двери. Отнести этот отчет менеджеру, еще одна встреча. Кукле моей дочери нужно причесать волосы. Движение на улице, уведомления по телефону. Достать белье из машинки, полить растения, ответить на электронные письма. Это никогда не прекращается. Я стараюсь найти баланс между тем, чтобы быть хорошим отцом, хорошим мужем, хорошим сотрудником, хорошим другом, хорошим садовником, хорошим спортивным болельщиком, быть стройным и здоровым, а также всеми другими жизненными ожиданиями. Это список целей, которые никогда не перестанут нуждаться в действиях. Ночью все проходит, пропадает трафик, мой телефон умолкает, кухня чистая, моя дочь спит, и я могу просто быть собой. Я могу читать без перерывов, я могу играть в FIFA, я могу спланировать то, что хочу приготовить, я могу поскроллить Reddit, я могу подумать, где будет наш следующий отпуск. Все в мое личное время, все для меня, моей жены и моей дочери. Эти пару часов около полуночи мое пристанище. Я только что прочитал этот ответ и понял, что это звучит так, будто я ныл, что мне нужно делать добрые дела для своей семьи. Это абсолютно не так, я люблю их. Я люблю каждую минуту с ними и сделал бы для них все, что угодно. Но я также люблю свое личное время. Чтение, работа над новым цифровым артом, экзистенциальный кризис, лежание в постели в попытках уснуть, но вместо этого думать о какой-то глупости, которую я совершил более половины своей жизни назад. Хожу по спокойным пустынным улицам, слушая музыку или просто звуки ночи. Я встречаю гуляющих кошек, смотрю в глаза диким крысам. Не ожидая никого увидеть, машу ежиком, когда они идут на охоту. Я смотрю на звезды и луну, дышу холодным влажным воздухом. Из-за работы я всю ночь на связи, заканчиваю в 6 утра, вот же совпадение. Обычно я тихонько готовлю еду, у меня 3 соседей по комнате. Рисую на планшете или просматриваю YouTube, вникая в странные темы иногда на пару недель за раз. Прямо сейчас я практически эксперт в истории закрытых парков развлечений или аттракционов благодаря Defunctlet на YouTube. Я знаю, звучит невероятно скучно, но Кевин делает это очень интересно, с потрясающими качественными видео и анимацией, с широким спектром тем. Если вы никогда не слышали об этом, я настоятельно рекомендую вам посмотреть. И теперь я понял, что мой ответ стал бесстыжим пиаром для одного из моих любимых ютуберов. Ну что ж, ссылка для непосвященных, ссылка будет в закрепленном комментарии. Пытаюсь выкурить всю траву. У меня артрит. Это что, помогает с артритом? Да, причем очень. Это одна из основных причин, побуждающих людей в нынешнее время быть против того, чтобы травка считалась незаконной. Из собственного опыта это обычно то, что меняет мнение старшего поколения, слышавшего только пропаганду. Мои родители и большинство родственников были строго против травки, пока моя бабуля не решила ее попробовать после того, как услышала, что это может помочь с артритом. Прошло некоторое время, и теперь вся моя семья голосует за легализацию травки. Вызываю кровавую Мэри, надеясь получить отсос. Я мама, ем шоколад, который спрятала от детей мужа.
Слушаю подкасты, играю в игры для iPhone, курю сигары, пью вино, поливаю растения, ем сыр, курю травку, распеваю песни и рисую. Ем снеки и пержу в собственной гостиной. Наслаждаюсь тишиной. Как только мой муж ложится спать, телевизор выключается. Когда я был ребенком в середине 90-х, около 7-10 лет, я обычно, крадучись, выходил из дома очень поздними или ранними часами ночи, летом и просто гулял по окрестностям. Конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что это было довольно опасно и могло произойти много плохого. Так что в этом смысле мне повезло. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь выходил или просыпался в такие часы, так как я жил в маленьком городке, и этот район был заполнен семьями с маленькими детьми. Мне просто очень нравилось быть одним на улице ночью. Это прекрасное время, чтобы пропылесосить газон без соседей, которые вызывают полицию, потому что ты голый. Я работаю над музыкой, чтобы заработать себе на жизнь. Мне очень нравятся предрассветные часы, хотя несомненно иметь график сна очень важно. Мой собственный график с 6 утра и до полудня. Моя подруга просыпается около 3 часов ночи на работу, поэтому я забираю ее утром и провожу на работу. Кроме этого, я встаю, отвечаю на электронные письма и обычно работаю над мелодиями, примерно с 13 до 17. Я тусуюсь с ней и занимаюсь другими социальными делами примерно до 10 часов. Затем я обычно играю в WoW примерно с 10 до 2 ночи. А затем продолжаю работать над мелодиями, пока не ложусь спать. Также я люблю гулять по ночам, читать, смотреть фильмы на полную катушку в моем домашнем кинотеатре. Еще я большой любитель гребли и активного отдыха, поэтому иногда я просто иду в лес на ночь или две. Ковид положил конец гастрольному графику, насчитывающему более 200 дней в году, так что я просто стараюсь извлечь из этого лучшее прямо сейчас и наслаждаюсь этим. Работаю и делаю то, что люди делали бы днем, но без солнца. Иногда мне приходится делать дневные дела, например, встречи и тому подобное. Я люблю выходить на улицу и слушать ночных насекомых, смотреть, как облака катятся по луне. В последнее время около 2 часов ночи возле нашего гриля слоняется молодой опоссум. Каждую среду и воскресенье я обычно хожу в магазин после работы за пивом и вином, а затем остаюсь в своей комнате и пью его, играя в игры. Затем, когда мне наскучили игры, я смотрю YouTube дольше, чем потом могу вспомнить. Я всегда говорю, что буду смотреть его в течение часа, но почти всегда смотрю больше. Затем я сижу за компьютером, лажу в интернете и увлекаюсь всякими штуками, пока я пьян. Прямо сейчас, лол. Не являюсь одной из сов благодаря моей работе, но я просто делал бы все в тишине и спокойствии, что я обожаю. Слушал бы музыку без перерыва, играл бы в видеоигры, смотрел бы фильмы, чтобы никто не стучал в дверь и не было слышно, как проезжают машины. Мне бы нравилось это. Мои любимые занятия были бы в разгар зимы, когда идет снег. Сделать хорошенькую чашку горячего шоколада, включить свет на улице и смотреть, как падает и накапливается снег, пока я сижу в тепле и безопасности, потягивая свой напиток. Такова моя терапия прямо здесь. Просто думаю, если не работаю над заданиями или пытаюсь заснуть, но не могу, это так умиротворяет, и по какой-то причине я чувствую, что могу просто позволить себе уйти и быть тем, кем, черт возьми, я хочу ночью, потому что никто другой не бодрствует, и мне не нужно быть или вести себя определенным образом. Я могу просто дать волю эмоциям и танцевать всю ночь напролет, если захочу. Это освобождает. Вам, ребята, действительно стоит постараться снимать стресс, когда это возможно. Это действительно может помочь, даже если это временно. Это помогло мне и в долгосрочной перспективе, так что я не коплю стресс, пока в один момент не взорвусь. Если у меня хорошее настроение, я просто устраиваю небольшую вечеринку в одиночестве в своей комнате. Если я в депрессии, я могу слушать грустную музыку или просто долго думать в тишине и покое ночи. Выгуливаю свою собаку. Я люблю выводить маленького друга на улицу в 1 или 2 ночи. Некоторые из моих соседей тоже полуночники, поэтому весело ходить по окрестностям и смотреть, кто сидит на крыльце или работает на мотоцикле. Перекинуться парой слов, а потом уже домой. Я страдаю хронической бессонницей. Мне повезло, что я получаю более 3-5 часов сна в сутки, так что я буду слушать аудиокниги или просто медитирую. Беззвучно смеюсь над мемами и видосами, лежа на болящем правом плече, потому что заряжаю свой телефон и у меня недостаточно зарядки, чтобы перевернуться. О, и слеза обычно течет из моего левого глаза через переносицу в другой глаз, помогая слезе, текущей по правой стороне, течь быстрее. Я чувствую себя более продуктивным ночью. В моем доме полный беспорядок, здесь много людей и одиночество. Без перебоев, спокойствие, тишина делает почти все, что я хочу сделать. Легче за очень немногими исключениями. Хочешь поиграть в видеоигры? Конечно. Написать еще одну главу из той новеллы, которую я должен был написать 3 года назад? Вперед. Дрочить? Пожалуйста. Готовиться к экзамену? Конечно, приятель. Может, это просто мизантропия. Хожу на пляж. Ночной пляж — это самое лучшее, потому что ты можешь смотреть на звезды, развести огонь, ссать где угодно, так как вокруг никого нет, и слиться воедино с природой.
Я люблю уединение и тишину. Время от времени наслаждаюсь вечеринкой или пикником. Но когда я слишком долго нахожусь среди людей, я начинаю очень волноваться и становлюсь куда менее приятным в общении. Еще мне нравится темнота. Солнечный свет, яркий день и так далее, как правило, вызывают боль в глазах и головную боль. Чтобы ответить на вопрос, я делаю то, что, вероятно, делает большинство интровертов. Кроме того, что это происходит в ночи. Я делаю работу по дому, играю в видеоигры для одного, слушаю подкасты и совершаю покупки. Супер удобно в пандемии быть совой, людей и так никогда не бывает. Я обычно беру еду и немного расслабляюсь. Таким образом, я смогу пойти на кухню, чтобы моя семья не издевалась надо мной классическим «посмотрите, кто наконец-таки вышел на свет» и тому подобное. Я также просто люблю расслабиться и не нервничать, когда кто-то входит в дверь и просит меня что-то сделать. Долгие ночные поездки по пустынным улицам. Ни движения, ни красных светофоров, окна опущены, играет музыка. Это блаженство. Я смотрю на YouTube видео о приготовлении самогона из туалетной бумаги или документальные фильмы о Северной Корее. Очевидно, работаю. В выходные я читаю, пишу или нахожу что посмотреть. Я с нетерпением жду, когда мой тренажерный зал вернется к 24-часовому режиму работы, чтобы я мог оставаться активным в выходные дни, даже если это просто убивает час времени при скоростной ходьбе на беговой дорожке. Спасибо, что досмотрели ролик до самого конца. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал и жать колокольчик. Ну и про коммент длиннее 4 слов не забудь. Я читаю все ваши комментарии. А также предлагаю посмотреть тебе вот эти два видео. До скорых встреч!